Сверхважно. Изначальный мир Создателя Единого, пробудись, пробудись, пробудись. Проводник Ольга. Видео содержит прямую передачу. Мир, пробудись, прах эго отряхни, и мысли новый путь открой, и чистый, и прямой. Все уроки этих видеопередач, они практические. И чтобы усилить более быстрое принятие, высвобождение, понимание, есть необходимость прослушивания предыдущих видео этого канала. Ложности здесь нет. Здесь истина горит, пылает. Планета силу и свободу обретает. Слушая это внутренним звуком души, утверждайте благодарность тебе, свободная Терра, единение, освобождение. Когда выносим благодарность планете через передачу другим, силы у нас в сотни тысяч раз восстанавливаются быстрее и больше. В нас каждом, кто это передает. Мы световая цивилизация. Хотим напомнить человечеству этой планеты, что множество кардинальных изменений происходили благодаря нескольким существам, немногочисленному количеству существ. И достоверность всего этого, перевороты в странах, в династиях, происходили всего из нескольких, в вашем понимании, лидерских существ. На самом деле это большинство настоящего лидерства у этих лидеров всегда сопровождалось тем, что божественность главенствовала в их тех настоящестях, и она давала им силу. И она давала им понимание и растворяла ограничения. Ограниченность самой человеческой сущности. Она растворяет божественность. И в таких моментах проявлялись те, кто шел впереди огромной массы людей и вел, указывал путь. И своей проводимостью, своей настойчивостью очень часто добивался результата. И об этих существах, превозносящих и освобождающих человечество, очень мало обнародовано это для человечества. Больше всего вот такие кровавые перевороты зафиксированы и переданы человечеству. И углублялось, и фальсифицировалось, складывалось и умножалось. И эти перевороты стали как единственными. И поэтому у человечества сложилось понимание, что это единственный выход из какой-то ситуации, каких-то сложностей, в которых оказалось человечество. Но тех было гораздо больше. Тех сил света было гораздо больше. И без кровопролития, а в чистом световом замысле Творца, миры переходили с одной грани на другую. И только потому, что сейчас, в этот период времени, этот небольшой промежуток времени для великого космоса, где зафиксированы только кровопролитные достижения. И это стало основным таким посылом, что кровопролитие – это основная цель самой жизни. И она стала главенствовать на том пласте энергии сознания, где человечество задержалось в своем развитии. И в этом его такая усугубленность и нарушение дисбаланса. Дисбаланс стал превосходить саму жизнь. Ибо почитание смерти и ада превзошло все, и набрало первичный резонанс понимания, что-то только так возможно. В этом заключена великая опасность для всей цивилизации. И поэтому мы хотим дать вот такое дополненное разъяснение для множества существ, которые находятся сейчас в этом воплощении, где позабыта та сила гениальности, всеобъемлющего развития многомерности человеческого сознания. И это результат падших ангелов, которые так настойчиво внедряли религиозность, догму религии и ограниченности человека, и его мышления, и его возможности. Если вы посмотрите любую религию, то вы всегда подвластны, вы всегда находитесь под чьей-то властью. Будь то какой-то культ, религия, какой бы она ни была, она всегда несет какой-то культ, который выходит из самой истинности сотворения творений. Ограниченность. И эта ограниченность с временными последовательностями дала такой серьезный урон человеческого мышления. Ограничив в несколько моментах человечество, оно замедлило свое развитие, что управлять было не просто им возможно, а его сознанием. Это очень разные две составляющие, из которых состоит само созидание.
Ибо сознание неразделимо от дыхания, от сердца, от божественности. И когда это отобрано было у человечества и забыто человечеством, и оставлена только догма управления, человечество, приняв эту догму, пришло к тому знаменателю, стало участником этой догмы и стало творить этот полный нигилизм. Что все, что находится здесь на планете, является чьей-то собственностью, какими-то отдельными культами, какими-то отдельными прославленными в братоубийстве, героизмом и введены в статус законности. Законность стала происходить в том, что равенство, созданное Создателем, стало зажиматься, закрываться. А статус силы уничтожения принял свой статус верховной власти. Это статус нигилизма, полное отторжение от самой жизни, от самих тех изначальных правил, которые создавал Создатель и сам Творец. И в этом есть тот урон, который человечество почти что претерпело вот такие жестокие изменения над собой, над своим сознанием. Как вид человека претерпел такие жестокие изменения. И это не только сказалось на самих человеческих существах, а также это стало вредоносным для самого божества планеты. И это разрушение достигло пикового состояния, где безумие стало главенствовать и почитаться как высший уровень достижений. Ибо любой механизм техники, который был построен только на уничтожение человечества, это всегда было и останется безумием. Полный уход от всех правил закона Бога, от всего того, что такое жизнь. И привыкнув к этому управлению, к этим культам, человечество практически потеряло свою силу, превратив самого себя, согласившись где-то с обманом, в стадное послушание. Это стадное послушание остановило развитие сознания. И это неотделимость, ибо первично – это сознание. Первично – это каждого ваша мысль, ваши слова. Ваши мысли и ваши помыслы – это было и останется первичным. И если оно перестало быть вашим, а стало управляться культами нигилизма, смерти и ада, то результаты вы сейчас на своей планете видите. И самым зловещим стало настроенных на созданных ядохимикатов, биологического, химического и ядерного оружия превзошло все грани. Сюда также входят ядерные электростанции. Они находятся под угрозой. Все, что нужно, чтобы остановить это. И кроме этого убийственного решения уничтожения человечества, насильственного, этому нигилизму есть продолжение. Это внедрение того цифрового, не просто механического человеческого мышления, а цифрового введения мышления на уровень механизма, где полностью будет стерта память. Она не будет подлежать исцелению никогда. Об этом очень мало кто говорит. И вместе с тем, забыв, что такое божественная составляющая ваших помыслов сознания, человечество никак не может осознать, какую страшную погибель, какой продолжительностью может стать это существование человеческое. И одним из таких грандиозных решений было принято оказать снова и снова, дать человечеству шанс на спасение самих себя, выйти из вод этой кабальной системы повиновения. Выходящих из этой системы повиновения, одним из таких очень простых, но действенным шагом является это понимание. Развернуться к тому пониманию, что мир – это изначальность всего творения. Ибо великий абсолют настоящий, абсолют не тот, о котором вы рассказываете в своих видео. Настоящий абсолют, он обладает могуществом и управляет всеми галактиками, планетами. И это его управление – никто у него не сможет ни забрать, ни помешать ему. Это тот великий продюсер всего этого творения. Тот величайший создатель миров, которые существуют в этих созвездиях. И необходимо множеству из вас решительно захотеть остановить вот такую поголовную, помешательскую дисфункцию головного, спинного мозга. И почему зависит так много от вашего решения человечества? Только потому, что от того зависит ваша человеческая сила. Вы обладаете свободой, и у вас ее не забирают.
Ибо так созданы миры, мироздание, что, приняв решение, он его не меняет. В этом великий замысел Творца. И в этом ваша есть уникальность – спасти себя. Даровав безусловную свободу божественным существам, он не лишает ее пока что. Пока еще есть какой-то шанс на спасение. Но вместе с тем, угроза стоит очень велика. И не только сама ядерность. Здесь также многочисленные взрывы вибрационно меняют саму глобальную систему всей планеты. И это звуком идет на другие планеты, на галактики и вселенные. И поэтому, если человечество сейчас не остановится от разрушения, от взрывов, будет принято Создателем другое решение. У вас пока есть этот уникальный шанс спасти самих себя. В чем ваше спасение? Это признание могущества, каким вы наделены, божественной искрой этой. И это есть у множества из вас. И она главенствует, что бы ни происходило, а она главенствует. Без нее вы вообще теряете все. А она остается всегда, если вы творите добрые дела или зло, а она все равно остается, ибо это основная часть жизни вашей. Это то, что дает саму жизнь на этой планете. Это изначальная та часть творения Творца, которая находится в вас. В ней сокрыта великая тайна, тайна сотворения миров. И она не будет раскрыта множеству. И к ней нужно дотянуться, освободив от помыслов собственных творения и юродства те, которые натворило человечество. Каждый принимал в этом участие, давал согласие, покорно молчал, грустил, бездействовал. Все это соучастие всего этого. Человечеству, огромному множеству, необходимо разбудить само желание, понимание, что миром правил и в былые времена, и в эти, и будет править всегда тот изначальный Творец, который создавал все это. И от того, что сфабриковано очень много лжи падшими ангелами и деструктивными цивилизациями, от этого его статус и мощь, его свет не меняется. Он остается в том своем незыблемом сиянии, в котором он был и есмь, и будет. Он неизменен. И расширяя, он расширяет глобальность самой свободы мира. Расширяясь, он всегда творит свободу мира. И это было привычным. И в этом огромная мощь заключена. И если сейчас человечество обратит на это внимание, и каждый в своем понимании внесет такую непомерную, честно настойчивую искру знать, захотеть, познать, знать, понимать, принять, увидеть познаванием самой изначальной жития, жить. И если он к этому обратит свой взор внутрь себя, и он найдет там очень много ответов в своих сердцах, первично будет освободить окружность головы, выйти из дилеммы повиновения ментального шовинизма, выйти из этой кабальной системы и утвердить первичность мирового того мира, который создавался. Так было всегда, и так останется. Одна из многочисленных планет, которые существуют в мироздании, эта планета так жестоко оказалась под угрозой. Но как многочисленны и многодарственные, и многозначимые здесь собраны сознания созвездий. На этой планете великое множество того могущественного цветущего сознания собрано именно на этой планете. Она является той библиотекой великих знаний. И это находится в ваших сознательных, подсознательных и многих других уровнях вашего сознания. И вы находитесь здесь. И когда вы многочисленно прожили жизни, и осознавая или нет ту ипохондрию, то забытие, в котором вы прожили и привыкли к нему, то мы хотим напомнить, что здесь сконцентрирована огромная световая знающая сила. И она находится в ваших сердцах, в ваших тех сокрытых сознательных. Сверхспособности вы стали это называть. Это гораздо больше. В этом ваша сила. И пока вы остаетесь на понимании, что я как человек очень маломощный, и я управляемый, и я мало что могу, этими утверждениями вы закрываете вот этот величайший дар многочисленных созвездий, которые находятся в вас.
Они находятся в вас. Насколько это непривычно для вас сейчас звучит. Но правда, она всегда останется правдой, истинностью. И если среди вас сейчас возможно пробудить то огромное количество, как можно больше тех созвездий, которые были посланы сюда, на эту планету, то реально выйти из этого тумана, кровопролития и этого безумия, сумасшествия, обратив свой взор к первоначальному. Взор сердца. Это все понимается, и принять можно только сердцем. И ипохондрия сразу слетит. Когда вы даже проговаривать начинаете в проживании какой-то небольшой период времени, внутренне произносите «я живу в сердце», «я дышу сердцем», «я являюсь сердцем изначально». Божественность во мне, что живет, что пульсирует саму жизнь. Действие самой жизни – это мое сердце. И вот в нем как раз находится та основная, та знаменательная сила, та чистота, та часть Творца, которая находится в том вашем сердце. Признавая это, она начинает раскрывать, начинает отвечать к вам. Ибо вы почитали кого-то, поклонялись кому-то, но только не своим сердцам. И первично сейчас стоит мир, изначальный тот мир, и призвать его необходимо, раскрывая сердцем и утверждениями многочисленными. И эти многочисленные утверждения дают каждому из вас новое дыхание, новую жизнь, новое понимание. Совершенно в другом ритме, в другом знании, в другой значимости. И оно вначале кажется непривычным. Только по той причине и не принималось, что привыкли к однообразию. То, что скажет еще какой-то государственный. А в каком он состоянии находится, в каком сознании? Есть ли у него биологический человеческий рассудок, вы не вникали. Главное для вас оставалось, какой пост он занимает. Потеряли при этом, что есть животный мир, есть такой мир, есть такие уровни. И есть божественно-человеческий. Вы это все отодвинули, перестали это рассматривать. Остались только должности и какие-то закладные их клановые, социальные управленческие системы. А есть ли там человеческая божественность, вы забыли об этом у них спросить и в себе рассмотреть. И это все привело, результат всех тех ваших деяний, ваших помыслов, вы его сейчас видите. И обратить все помыслы – это возможно только добровольно. Все в себе хочу вернуть, самого себя в себе. Вернуть ту изначальную индивидуальность. 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 Вы являетесь энергетическим сосудом. И если вы начинаете индивидуальность свою в себе воспроизводить, как можно чаще увереннее утверждать. И вы вертикальны. Тогда вот эти наслоения горизонтальные, люциферианско-религиозные, панические, страховые со всеми этими страхами начнут вас быстрее покидать. Ибо индивидуальность – это то, что изначально создавалось Создателем. Все то, что создано было им, оно могущество это. Изначально человечество создавалось именно индивидуальностью. В этом ваша сила, мощь. В этом все заключено. Каждый из вас может, прослушивая это, конечно, принять тот факт, что увеличить сознание изначальное в себе реально только таким образом, чтобы это умножалось. Чем больше вы создаете света, где-то передаете этот свет, тем быстрее он умножается в ваших сердцах, в ваших окружностях головы, в ваших тех частях вас, где главенствует Бог, Небесный Создатель. И сколько бы человечество ни создавало культов, сколько бы ни было множества этих религиозных, существует единое сознание. Существовало, существует и будет существовать единый Создатель, единое сознание. И если вы это принимаете как истину, она главенствовать начинает, и она обладает непомерной силой. Ибо истинность, все, что создано Творцом, это великое творение Создателя. И если это так, то оно главенствует во всем. И чем чаще оно звучит в ваших произношениях, в ваших помыслах,
тем быстрее оно набирает силу и растворяет тьму. Мир изначален, он прекрасен. Он так прекрасен, что от его настоящести излучения тает все и рассыпается. Вот так могущественно то, что создано великим Создателем. И этот актив силы – это тот звук силы могущества, который находится в других измеряемостях и внутри ваших сердец. И изменение его даст огромную силу тому существу, кто это сможет принять. И если у него будет чистое намерение для изначального творения мира, который находится первичной и который настоящестью своей находится над всеми догмами. Он выше, но он находится в ваших сердцах. Чтобы вы сейчас, каждый из вас, кто слышит сердцем, кто слышит какими-то своими другими звуками в себе внутри. Вы многогранные существа, и вам это нужно понимать, что каждая грань у вас еще не отшлифована. Множество граней у вас не отшлифовано, не освобождено. То сосредоточитесь только на той части, на той грани себя, которая сознательно сознавшая мир, изначальный мир, созданный Создателем. Все ваши помыслы, все ваши малейшие желания, которые бы вы хотели воплотить в эти минуты, в последующее время, они все зависят от мир. И поэтому первично сейчас стоит для всей цивилизации. Это мир, тот изначальный мир, который поможет растворить эту тьму. И его необходимо призывать в своих сердцах, своих утверждениях, своих помыслах, сознательно настойчиво. Его призвать и создавать. А первично то, что создано Создателем. И первично создан мир, мировосприятие, мироторжества. Мира любого движения, любого начинания – это мир. Мир тот, который заложен в изначальном творении Творца, Небесного Создателя. Мир – это тот изначальный звук, который звучит вне звука. Это звук вне звука, он творящий. И это то, что создавало миры. И в этом звуке сокрыта та сила самого творения. И она состоит, переводя ее на понимание сознания человеческого, она состоит из звука мир. И в этом звуке переливы всех множества многограней божественных существ, которые находятся сейчас на этой планете. Это могущественная сила, которая изначально создана и дарована, внедрена, вложена, внесена в сердечный ритм. И сердечный ритм, он состоит из этого звука мир. Это то глобальное сотворение галактик, миров, мирозданий, мегагалактик. В этом та сила, которая сейчас для множества дается в знак поддержки, усиления во спасение всей цивилизации. Эта практика будет состоять из того понимания, что волевой центр, который находится в вашей гортани, он атрофировался за множество столетий, когда вы не управляли собой, когда вами управляли. И вот этим звуком через гортань, с внутренней стороны, вы звучите этот мир. Вот то, что создано Создателем изначально. Не то понимание мира, которое есть у человеческого сознания. Вы звучите этот звук мир. Он совершенно другим звуком будет. Он такой яростно звучащий. И вы звучите на середину своей гортани внутренней. Он идет взрывными, идет одновременно вначале вверх и вниз по гортани. И у каждого будет свой ритм какой-то, у человеческого существа, свое произношение. Но необходимо удерживать, что звук произношения – это мир, изначальность всего творения. И когда вы это удерживаете в сейчас, у вас нет помыслов, у вас нет ненужных мыслей. У вас есть только утверждение этого звука «мир» в сейчас. Изначальный тот звук мира, созданный Создателем. Поднимая его вверх, звуча так, утверждая это так,
вы усиливаете вибрационность тех составляющих вас, которые были все годы не задействованы. И вы их пробуждаете вот этим произношением, звучанием «Миир». И ощущения у вас многих будут очень разные, очень непривычные. И могут быть ощущения на висках. Но простукивая виски пальцами рук, ушные раковины, очень серьезно их нужно активировать. Эта активация происходит той энергосоставляющей вашей окружности головы. И вот вы простукиваете это по вискам, чуть выше ушных раковин. У кого какие будут ощущения и за ушами. Это окружность головы, а она будет вибрационно возрождаясь. Вибрационно возрождаясь, расширяется ваш мир сознания, мировосприятия. Состояния могут быть очень-очень разные, но вы выбираете спасение. И это очень ускоренный процесс освобождения, пробуждения, прохождения множества реинкарнаций, где забывчивость главенствовала. И это будет освобождением вот этого загруженного механичностью человека. Эту механичность можно будет снести именно вот этим пониманием, что такое первотворение Миира. Миира. Миира, и что оно главенствует. И оно только на это начинает воссоздавать более высокую, мыслительную программность силы. И тогда все безволия, какие были столько времени внедрены, и столько времени с ними проживали, они начнут рассыпаться. Ибо жить первично, и она сносит все на своем пути. Здесь также нужно помнить, что здесь не пройдет никакое лицемерие, никакое ханжество, никакой обман. Здесь только восприятие мира для утверждения мира планеты на планете. Многогранность, а она будет снимать и выдвигать вот эту вертикаль, которая существует на плане Бога. И эта вертикаль будет высвобождать себя от всех этих ненужных наслоений. Снова и снова напоминаем, что это зазвучит, и это все будет освобождено от всей ипохондрии, от всех страхов, этой силой изначальной только, когда вы честно будете это выбирать. Что вы хотите признать и призвать первично мир. А потом уже все свои составляющие, что необходимо для вашей физической активации. Если это станет первичным вниманием того, что вы дух, что вы материя, занимает второе место, а первично – это дух. Первично – это тот дух, который главенствует в вас, та искра огня, которая есть в вашем сердце, та божественность, которая находится в вас. И вот этой практикой, и практика физического какого-то еще дополнения, реально воплотить ее сейчас в мире, и остановить кровопролитие и взрывы. Остановить ту тьму, которая может принести страдания неминуемо на огромной территории планеты. И это то разрушение, которое не имеет себе равных в опасности. Те предыдущие военные действия, они не имели такого арсенала взрыва и вооружения. И когда этот мир победит, начнется разоружение. И это необходимо сознательно признать, принять и множество вас утверждать и поделиться. И тогда изобилие станет вашим оплотом. Ибо огромные золотые запасы идут на вооружение. Это огромнейшие массивы опустошают землю, забирая золотые запасы, запасы земли, и умножают разрушение. Это недопустимо. Это нереально, это против закона Бога, и это сейчас стоит самым актуальным и огромной угрозой для человечества. Мы та световая цивилизация, которая помогала передавать эти знамения мудрости изначальные, прошла свое очень большое трудовое восхождение. Но она непрерывна в удивлении. Как можно было самих себя так одурманить, позволить себе быть в таком состоянии? Вам стало привычным, и вы это удерживаете. И мы предлагаем вам еще множество практик здесь, но они не будут опубликованы на такое всестороннее рассмотрение. Принять это только через принятие истинности правды. И демонстрироваться они будут на этом канале «Новое пробуждение человечества», в тех чатах этого канала, где понимание. Верьте в свою силу. Верьте в Создателя.
Верьте в его реальность. Это будет способствовать вашему очень быстрому восхождению. Верьте в ту закономерность творений Творца и в ту истинность правдивости честной. И утверждайте ее, и создавайте ее в себе. И тогда она быстрее станет у вас проявленной. Мы были в свете, и свет – основа нас, и мы никогда с этим не расстаемся. Вам помочь реально только тогда, когда вы добровольно станете сами в себе это утверждать, творить, призывать. И призывать вы можете ту цивилизацию света и тот свет, который вы раскроете сначала в себе. И это всегда было и останется под видимым надзором той небесной канцелярии, которая существовала и существует всегда. Она непорушима. Ее закон непорушим. Не обманывайте себя, разговаривайте с собой честно. У вас будет все это происходить. Вы будете видеть, чувствовать, понимать и сознательно проживать свои жизни. Дорожите каждым моментом, каждой секундой своего восприятия и произношением своих слов. Практики, которые переданы на этом канале «Новое пробуждение человечества», они являются настоящими силовыми аспектами, которые могут служить только свету. Только для усиления того величественного, созданного Создателем едиными Миира. 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 Все практики, которые здесь, они несут огромную ответственность. И поэтому ваше принятие только добровольным может быть. Одновременно утверждая, принимая ответственность, вы восстанавливаете то настоящее, из чего вы состоите и кем вы являетесь. Уникальный, практический курс «Дельфины». Проводник Ольга. Курс содержит прямую передачу, в этом его сила. Все уроки этого курса, они практические. И чтобы усилить более быстрое принятие, высвобождение, понимание, есть необходимость прослушивания предыдущих видео этого канала «Новое пробуждение человечества». Когда выносим благодарность планете через передачу другим, силы у нас в сотни тысяч раз восстанавливаются быстрее и больше. В нас каждом, кто это передает. Ложности здесь нет, здесь истина горит, пылает, планета силу и свободу обретает. Благодарность наша непомерна творением Творца, Сириуса, дельфинам и китам. Они, незримо обучая нас любить самих себя и все творения Создателя. Курс «Дельфины» — это радость неземная. Прямые передачи «Владыка миров», Элохим, Архангелы, световые цивилизации Сириус, Плеяда, Андромеда, Арктура и дельфины и киты. Настоящая активация божественности, изобилия в единении, осознанном принятии денежного изобилия. В ускоренном режиме способствует поднятию в себе божественности. Усилить безусловную любовь. Активация чакровой системы. Восстановление баланса женской и мужской энергии. Гармонизация. Исцеление понимания любви на уровне элементала сознания тела, врожденное. Техники выравнивания внутреннего позвоночника. Вертикальное дыхание, способствующее синхронизации правого и левого полушария. Восстановление вибрации собственного голосового звучания. Освобождение рассудочной части. Воссоединение с божественной основой. Техники усиления интуиции первого чувства. Открытие нитей ДНК. Принимая сердцем чистый свет в честности, возможно совершить мощный прорыв. Усилить магнетизм в себе, принимать потоки 5D. Решайтесь. Нет возможности откладывать, воссоздать силу божественности в себе. Важность этого обучения в том, что честное принятие
даст возможность передавать мудрость другим. Все это глобально для всех и касается каждого. Важно сейчас действовать честно. Спасаем самих себя в единстве. Ясности, решительности всем. Приглашаем всех к познанию силы, божественности в себе. Уникальный, практический курс «Дельфины». Вопросы и запись по номерам в описании.